Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Я устал терпеть, устал ждать, сколько можно. И все-таки хотя бы, знаете, как глоток воздуха, хотя бы разочек хочется побриться тем, чем я брился долгие-долгие десятилетия. То бишь, жилет лучше для мужчины нет. Многие столетия назад люди брились опасными бритвами. Кусок металла заточенный, но и вот так вот себя шкрябали. Я с трудом верю, что у них это хорошо получалось, потому что, судя по тому, как мы сейчас пляшем вокруг заточников, не каждый мог иметь у себя в руках хорошо заточенную опаску. Но, в конце концов, богатыри не мы, возможно, это у нас сейчас так. А тогда было все гораздо проще. Может быть, там кто на своей здеревеневшей коже, кто с оселком в кармане, так тыр-тыр и как-то брились. Но на помощь им пришел дядюшка Жилет. Что он сделал? Он придумал безопасные бритвы. Ну вот, наподобие вот таких вот, где кусочек металла зажимался в станке, и там уже как бы человеку было сложнее, все еще возможно, но уже сложнее порезаться. Дядюшка Жилет вообще красавчик, потому что он последовал совету своего босса и в своих, скажем так, изделиях реализовал ту самую давнюю мечту, которая практически у каждого предпринимателя это в голове сидит, и неважно, чем он занимается. Сделать какой-то продукт, за которым люди всегда, снова и снова, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год будут возвращаться и покупать. Что это за продукт? Может быть по-разному. Это может быть продукт первой необходимости. Хлеб, соль, водка, спички, ну и все вот в таком же духе. А может быть какой-то одноразовый предмет, который человеку времени от времени все-таки нужен. И использовав этот одноразовый, он опять же придет к дедушке Жилету. Вот это как раз тот самый случай и есть. Дедушка Жилет все это дело быстренько делает. Со стали у него была засада, но он и в институт, и куда только не обращался, один энтузиаст ему помогает, и он все-таки выпускает это лезвие. А тут откуда ни возьмись, вдруг Первая мировая. Подсуетился, вовремя там кому-то что-то там где-то как-то, по итогу вояки на Первой мировой все буквально поголовно комплектуются его станками. Основной девиз: к бритому лицу лучше прилегает противогаз. Ну и все. Дальше больше, только за период Первой мировой, сколько он там пиндюрил, продал, прочухал все это дело и стал богатеть. Ну а люди-то рано или поздно, ну те, кто жив остался, с войны-то возвращаются, а бриться уже привыкли. А дядюшка Жилет тут как тут, а я тут-то, а я вот нате вам, пожалуйста, здрасте. Прогресс на месте-то не стоит. Так тоже продолжалось достаточно долго, аж до 60-х годов, пока в 60-х годах не засвербило у некоторых товарищей в одном месте, плюнули они нафиг вот на все вот эти вот безопасные бритвы. В конце концов, ну сколько там с того лезвия заработаешь? Ну, пшик да маленько. А как бы нам так бы, чтобы раз и сразу и на елку залезть, и всех попугаев разогнать? Ну, что вы думаете, придумали? Придумали, да. Выпустили первый одноразовый, вообще совсем одноразовый. Не одно лезвие, а станок полностью одноразовый. С тех пор пошло-поехало в сторону прогресса. Со временем хочешь одно, ну вот на тебе вот одно, иди брейся. И да, первые станки, на самом деле, которые я пробовал, это и Шик, и Бик, и же с ними. Ну блин, какие же они шикарные были. Я по ним даже тосковал. Мой первый, по-моему, это был Шик, да, Шик. Это белая ручка, нет, синяя ручка, потом белая проставка и синяя головка. По 5 штук в пачке были. Хорошая машинка. Хочешь 2, на тебе 2. Мало тебе, вот 3. Да, 3, пожалуйста. Хочешь 4? Ну, блин, ну ты гурман. Ну, на тебе 4. А если уж кого пробивало, ну так, чтобы, знаете, вообще прям пукан на вылет. Ну, блин, даже 5 сделали. Я думаю, что на этом прогресс пока остановился. Будет ли 6, сомневаюсь. Это уже будет масло масляное. Но пока 5 лезвий взять-то можно. По большому счету, все вот эти вот тэшки, все вот эти вот опасные бритвы клинковые, ну это все от лукавого. Зачем? Это мало того, что надо вкладываться, не только как бы материально, но еще и душой.
потому что ты же часть души на все это растрачиваешь. На самом деле гораздо проще и гораздо интереснее взять вот такую штуку. Здесь ты не тратишь вообще ничего. Деньги, ну что там номинально отдал там за 5 штук, там 1200, ну сколько тебе на полгода хватит, 1200 на полгода, что это деньги? Да нет. В конце концов, ну за что мы платим? Во-первых, за удобство, не надо включать мозг, просто взял, что-нибудь нанес, вжик-вжик, голова при этом не работает и побежал. Это во-первых. Во-вторых, но не забываем, жилет лучше для мужчины нет. И здесь это оправдывается целиком и полностью. Да, конечно же, есть и Бики, и Шики, и Шмики, и Вилконсон, чего только нету. Но почему-то все люди голосуют именно за жилет. С чем это связано, я не знаю. Но, наверное, какую-то основу под собой это имеет. Поэтому я очень-очень хочу побриться тем, чего лучше для мужчины нет. Вот сейчас вот этой вот штукой и побреемся. Кстати, здесь будет 3 лезвия, но вариант все-таки продвинутый, слушайте. Да. У вас нет времени настолько, чтобы включать голову, как побриться, так здесь помимо 3 лезвий сразу, так еще и вибратор будет. Вот этот вибратор вам и будет помогать. Ну, в данном случае мне. Поехали. Чем же будем пользоваться? Бродить так бродить, я заглянул у любимой, нашел вот такую вот пенку Арка Soft Touch. Что это такие и что это из себя представляет, я пока еще не знаю. Но из всего того многообразия, которым я брился десятки лет, были и пены, были и гели. По большому счету к пенам я относился гораздо хуже, чем к гелям, потому что пены для меня были какие-то пустые. Ну вот ты выдавил эту пену. Ну там, естественно, проплатил это все как положено, выдавил и что там размазал, ну как вот и что, ну ни уму, ни сердцу. Вот так я к этому относился. Гель тут совсем другая история. Перед тем, ну, как пену носить, естественно, лицо смачиваешь. Перед тем, как нанести гель, смачиваешь лицо тоже. И вот легкий децл, буквально где-то 5-7 миллиметров, раз так и на сторону пошел. Видишь, что не хватает, а еще 5-7 миллиметров на другую сторону. И там, блин, ребята, даже до крамола доходило, не поверите. Там даже приходилось мысли включать. Вот так вот. То есть вот как вот это все растереть, втереть и даже думать. Не кричите, не ругайтесь. Да, думать приходилось. О, ужас. Здесь нифига не надо, а вот с гелем иногда приходилось. Пускай немного, пускай совсем чуть-чуть, но все-таки приходилось включать мозг. Но это вот самая, наверное, все-таки печальная сторона этого процесса, потому что вот если бы вот без мозгов-то оно было бы полегче. Но в конце концов чуть-чуть, а что нет-то? Ну вот и вот этой штукой и попробуем. А что-то совсем такое прям простое в качестве автошейва. То есть Old Spice, старый добрый. Да, пускай он не совсем обычный, пускай это индийский муск, который сейчас вот не делают. Но все-таки он из прошлого. И так как вот у меня сейчас собрался набор из прошлого, ну вот, наверное, вот он сюда тоже бы, наверное, по этой причине вполне себе и подошел бы. Ну чего, вздрогнули, да? По писярику, в смысле геля, и пошли. Какие там компрессы? Я про компрессы вот только от вас не узнал, услышал. Я раньше этим вообще не страдал. Так взял, дунул, плюнул, намазал и пошел. А тут, ну это с кем поведешься, от того и наберешься. Надо это... Ну, тут тоже мозгов не нужно, это всем нам известное привычное движение, то есть, и все. Это баллон каждый раз, когда такой берешь, ну, пиво не трясите, а все остальное надо трясти. Вот она красота. Чуть-чуть выдавили, да? Ну, тут больше, чем 5 миллиметров. Ох, любят у нас девчонок. Персик такой прям. Хотя тут персик есть-то вообще. Да, тут и манго, и чего только нету. А мне почему-то персик первый в ноздрю ударил. Бывают несознательные личности, которые говорят, что вот там кассетник забивается, 4-дневную щетину. У меня 4-дневная. Ребят, я вам так скажу. Вы много не шкрябайте. Разок провел промой. И забиваться не будет. Ну а если уж
просрал момент, забил. Ну чё, ну, маленько там поколтыхать водички, там может быть секунд на 15 подольше и придется. Итак. Ой, я извиняюсь, дамы, мужчины, тут с вибратором, так что это, ну, грех уж всеми этими благами цивилизации ты не попользовался, пока не забился. Опять не забился. Видимо, у тех, которые с вибратором, это сложнее происходит. Не сразу забивается. Так, выключаем. Vibration. Ну что, смотрите, быстро, эффективно. А я на работу тороплюсь. И что так бжик-бжик-бжик. Ну все, визуально я практически уже молодец-огурец. На ощупь, конечно, не молодец, конечно, не огурец. Но кто нам мешает пройти на второй проход? Второй проход. Чуть-чуть смочу, намочу. Всех запудрить хочу. И еще чуть-чуть геля. И на старые дрожжи сейчас вот так вот, безудержно, безбашенно, на кураже. А все мы с вами знаем, что с кассетниками это легче всего. Гуляешь от вольного, башка не напрягается. А зачем ее напрягать? Дедушка жилет за вас подумал. Хочешь жми так, а жать придется. Но станок-то легкий, и ничего ты себе не сделаешь. Ну все, в этот раз маленечко получше. Давайте попробуем второй проход. Ну, не знаю, обратили вы внимание или нет, как я усердно возюкал. Прям давил, прям тошил. Этими бы несчастными тяпками я бы тут себе уже разгладал бы все. А тут вон что, молодец, огурец, не раздражение, вообще ничего. Так, ребята, ну я вам скажу, у этого геля такое поскольжение, что тут, блин, вот намочу, и можно третий проход забабашить просто так, от вольного. Ну все, что? Ну что, великолепно. Великолепно. Даже свои вот эти вот места пробрил. Совершенно не напрягает то, что через 5-6 часов тут опять все повылазит, в конце концов. Не за этим же я бреюсь. Я бреюсь ради того, чтобы
Было легко и просто. Не включать голову, а просто отдыхать. Ну, поводил этой волшебной палочкой немного по лицу, и тебе сразу же стало легче. Ну, а теперь смываем все и автошейв. Фух. Не знаю. Желание оставить бороду пришло как-то машинально, на интуитивном уровне. Но я думаю, что в следующий раз, как мы с вами опять будем бриться жилетом, лучше для мужчин нет. Кстати, напишите в комментариях, если вы хотите повторить жилет, пускай будет жилет. Если, допустим, у вас есть желание посмотреть, как работает шик пятилейзерный, который у меня появился, по-моему, благодаря опасной бритве РФ. Кто еще не знает, это там кассетников пруд-пруди. Там любые кассеты, там любые станки выбирай. Даже, насколько я знаю, известная фирма Мюлле, для тех, кто предпочитает, ну как мы с вами, кассетники, они даже такими мазевыми ручками выпускают там под дерево, под все дела. Ну вот, что на следующий обзор будет? 5 лезвий или 3? 5 шика или 3 жилета? Так вот, не пришлось долго сидеть на компрессе. Как мы с вами видим, раздражение 0. Ну да, вот здесь, конечно, не пробрил. Но тут еще оставляет желать лучшего. Здесь такая же фигня. Здесь вроде бы собрал. Ну, вот эти места не пробриты. Не пробриты, но я сильно не переживаю, потому что, ну что, так-то вроде нормальный, да? По поводу бороды. Не из-за того, что вот этим инструментом здесь нигде не подлезть. Несмотря на то, что он такой закругленный, плоский, и у некоторых может вызывать, допустим, неудобство здесь проходить, можно приноровиться. Можно и будет брить вполне себе нормально. Так вот, ребят, всем злопыхателям, которые гонят на кассеты, мол, так и так, типа там, вот там ваши кассеты. Ребята, я думаю, что это вы от зависти. Потому что ни для кого не секрет, что стоимость вот такой вот кассеты, ну, где-то в районе от 90 до 150 центов. То есть, грубо говоря, 90 центов, $1,5 максимум. Ну, а то, что приходится покупать не одну кассету за 900, а, допустим, 6 кассет за, ой, сколько там, 4 кассеты за 1200, ну, посчитайте навар, да? То есть, грубо говоря, 4 кассеты на доллар, на $1,5, это что получается? 4, 6 баксов, 6 и 6, 36, то есть себестоимость в районе где-то 360, ну пускай 400 рублей, а продают за 1200, ну это, не считайте чужие деньги, ребята, считайте свои. Ну, люди придумали высокотехнологично, вам же говорят, что это тяжело в производстве, ну вот, высокотехнологично, они это делают, поэтому самое главное, что сколько поколений уже успели на это посадить. Начиная с 70-х, 80-х, нет, 70-х еще нет, в 80-х у нас в России, матушки, это повелось, и на Руси, наверное, начиная с 80-х, вот это все стало развиваться и крепнуть. В 90-х это уже прям вообще так хорошо вошло, и конец 90-х, начало все нулевые, 2000-е, и сейчас еще продолжается. Ну, в принципе-то, про ваши тэшки, да, клинковые, да, мало кто и слышал. Кому они нафиг нужны? Если он пошел и благо цивилизации спокойно взял, да и все. Они дают больше, чем мы за них платим. Они освобождают наше время, бреемся быстро. Они разгружают наш мозг. Нам не надо думать, какая там техника, какая. Тебе главное, когда ты берешь вот эту вот штуку, не перепутать, каким концом по лицу водить. Этим или этим. Этим ничего не получится, а этим худо-бедно начнешь бревать. Все. А там думай, за что хочешь, тут никакой техники, ну, вот просто вози, ты не сможешь этим порезаться. Брейся себе в удовольствие и все. Вот просто вот стой, думай, допустим, там о чем-то своем, а эта фигня тебе там вжик. Ну да, чуть-чуть платить приходится. Ну кто-то там из злопыхателей говорит, там, о, качество. Ну да. Ну и то не всегда, и то и не везде. Вон люди добрые говорят, что есть еще места, где-то там, в такой волшебной стране, что можно еще хорошие нормальные кассеты взять. Уж те, которые прям с этими, со станками идут, они стопудово хорошие, нормальные. Ну а все остальные, ну надо искать, ребят. Но зато если найдете, ну что, ну хватит вам 4 штук на полгода, что на полгода 600 рублей, не такие уж и великие деньги. Поэтому
Тот слоган, тот девиз, который победным маршем у нас фигачит по планете, жилет лучше для мужчин, нет, я считаю оправданный. Оправданный, и сами посудите, прямая статистика тех же самых жилетов говорит, что ежедневно 900 миллионов, мать его, людей берут вот эту вот замечательную волшебную палочку и лишают себя растительности. Те, кто говорит, что это Г, ребят, вы что же, сильно умные, что ли? Это цивилизация, так пользуйтесь ее благами. Это же, ух. Ну, а с другой стороны посмотреть, ну, отщепенцы всегда были. Ну да, ну есть такие, у которых там свербит в одном месте, которым вот везде что-то надо свое найти, у которых там индивидуальность какая-то своя такая вот интересная выражается, и вот ему нужно что-то вот применить ее. Во-первых, взять станок, во-вторых, подобрать к этому станку лезвие, а какое попало, надо сказать, туда не подойдет, надо вот свое индивидуальное, потому что у него здесь индивидуальность, станок индивидуальность, и вот ему к этим двум индивидуальностям нужно еще свое индивидуальное лезвие подобрать. Но это еще не все. Так как у него здесь индивидуальность, ему еще свой надо индивидуальный там мыльно-пузырный какой-то, такой, чтобы у него там все было по фэншую. То есть вот понимаете, если вот эти опаски, это вот сколько там всего надо. И деньги, и мозги включать, и все эти подборы, шмаморы, таторы. Ребята, оно вам надо. Зачем вам все это? Вот. Отдал 1200. Мозг свободен, ветер гуляет, ни о чем не думаешь, наслаждайся жизнью. Когда человек не думает, пожалуй, вот это вот, наверное, идеальная матрица. Когда человек не думает. Когда человек не думает, ему легче всего что-нибудь в мозг накапать, легче всего в мозг что-то там влить. И вот так вот надо, вот так вот правильно. Ну а уж мы тебе как правильно, мы тебе подскажем, мы тебя направим, и ты вот стройными рядами, товарищ народ, и жилет лучше для мужчины нет. Ребят, извините меня за эту первоапрельскую шутку, что-то, я не знаю, вот насколько хватило, настолько я разыграл. Сам чуть не заржал пару-тройку раз во время всей той ахинеи, которую я нес перед этим. Но на самом деле, если так абстрагироваться от всего того, что я сказал выше, кассетник, да, вполне себе имеет право место быть. При одном условии, если у вас будут нормальные годные кассеты, а не тот фуфел, который частенько нам продают под видом нормальных. И во-вторых, вам на самом деле нет времени и хочется освободить мозг, не напрягать его. Тогда да, почему бы нет? Это уже не просто волшебная палочка, а волшебная палочка от жилета. То есть тогда да, в таком случае, конечно же, такие станки вам помогут. Ну а если у вас есть какая-то своя мысль, вы хотите дать ей полет, если вас трудно загнать в какие-то рамки, и та индивидуальность, которая сидит в вашем мятежном сердце, просит чего-то своего такого, до такого, чтобы вы не просто чурались от этого бритья, а каждый раз вам хотелось бы что-то новое получить, и вы ждали, когда ж ты, сука, отрастешь, я тебя сейчас вот так забрею. В прошлый раз ты мне не дала, а в этот раз дашь. Если у вас такая натура, если у вас такой характер, ну, ребят, вам тогда кассетники стопудово не подойдут. Вы в них утонете, вам скучно станет, плесенью покроетесь и убежите. Убежите куда-то в те края, где водятся тэшки, где гордые, непреклонные, изящные, красивые, с металлическим блеском ходят клинковые бритвы, где помазки стройными рядами ходят и дарят вам шикарно обалденную пену, а не то, что нужно пальцем размазывать по лицу. Там вы сами ее будете творить такой, какой вы захотите. Если у вас такой характер. Ну, на этом... кстати, я понял, что я бороду-то оставил. Только не ругайте сильно. Я думаю, что всю следующую... вот следующее бритье из уважения и почтения к инструменту будет первое и последнее за весь месяц с Т-образным станком. Это будет гипсом. А все остальные, ребята, я хочу провести на опаске. Месячник опасной клинковой бритвы. Вот, вероятно, для этого я вот эту вот фигню-то и оставляю, чтобы смахнуть ее клинком. Красиво и изящно, под звук певучей стали. Вот, наверное, из-за этого я вот эту калашматку-то и оставил. Так что, добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну, а если вы кого-то еще не поздравили с 1 апреля,
Так самое время. Че тянуть-то? С хорошим тянуть не надо. Ну все, пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Идите.